Добрый день, дорогие пекари! Я рада вас приветствовать на моей кухне. И сегодня поднимем такой важный и животрепещущий вопрос. Это дефекты пшеничного хлеба. Часто бывает так, что вы испекли хлеб, но что-то вам не нравится. Либо мякиш недостаточно нежный, либо корка слишком толстая, либо пористость какая-то некрасивая, неравномерная, либо вкус вас не устраивает, пресный, какой-то неинтересный, либо наоборот кислый. Так вот, в причинах этих дефектов я и хочу с вами вместе разобраться. Планирую сделать целую серию таких сюжетов. Если вас волнуют какие-либо дефекты в вашей выпечке, в хлебе или сдобе, в пшеничном либо ржаном, пишите в комментариях под этим видео. Будем разбираться дальше. Если вам интересна эта тема, поставьте лайк и не забудьте подписаться, потому что я хочу сделать серию таких сюжетов и разобраться с разными дефектами хлеба. Сегодня поговорим о пшеничном хлебе и дефектах, связанных с брожением теста пшеничного. О ржаных поговорим в другой раз, там свои нюансы. Итак, о пшеничном хлебе. Во-первых, разберемся, что такое брожение. Брожение теста начинается в тот момент, когда мы добавили в него закваску либо дрожжи, в зависимости от того, какой рецепт вы делаете. Вы добавляете этот ингредиент, и тесто начинает бродить, оно начинает ферментироваться. Процесс брожения длится вплоть до выпечки хлеба. Причем оно не останавливается в первые минуты, когда вы только посадили тесто в духовку, оно продолжается еще какое-то время, пока хлеб бурно растет у нас в духовке. Он поднимается, и процесс брожения в этот момент еще идет. И пока не достигнута определенная высокая температура, дрожжи и бактерии продолжают размножаться. Затем они гибнут под действием температуры, и брожение останавливается. До момента выпечки весь процесс брожения мы делим на две основные части. Это непосредственно само брожение и расстойка хлеба. Расстойка начинается в тот момент, когда мы поделили тесто, вернее, на части, разложили его по формам, либо по расстоечным корзинам, и оно там поднимается. Это окончательная расстойка называется. Вернемся к первой части. Это брожение. Существует такое заблуждение, что можно не выбраживать тесто в объеме, вот в миске, да, сразу его поделить, сформовать, дать ему подняться и выпекать. Но это не так. Есть, конечно, исключения, есть специальные технологии, при которой можно использовать такой метод. Я проводила эксперимент, оставлю ссылку в описании, посмотрите. Но далеко не всегда это работает. Если вы не провели полноценное брожение теста, тесто не выбродило на первом этапе, вы получите те самые дефекты, о которых я сегодня и хочу вам рассказать. Если тесто не получило полноценное брожение, пшеничное тесто, то что может получиться в итоге? Вы получите грубый мякиш у готового хлеба, перегородки будут толстые, пористость неравномерная, хлеб будет пресного вкуса, никакого яркого аромата вы не получите, хлеб будет низковатый, он будет плохо подниматься при выпечке, может получиться твердая корка и резиновый мякиш. И это все связано с тем, что у вас был недоброд на этапе основного брожения теста. Что влияет на брожение теста, какие параметры мы можем изменить? Ну, первое и самое важное – это соблюдение температурного режима. Для пшеничного хлеба температурный режим 22-26 градусов тепла. Если у вас температура гораздо выше, брожение пойдет более бурно, но оно может пойти неконтролируемо и случится резкий переброд теста. Поэтому следите за температурой, можно использовать термощуп и замерять температуру самого теста, она должна быть где-то 23-24 градуса тепла. То есть даже если температура воздуха у вас пониже, тесто при брожении само себя нагревает, и оно будет чуть теплее, чем температура окружающей среды. Второе – это количество закваски, которую вы добавили в тесто. В норме, если это безопарный рецепт, закваски 10-15% от веса муки в тесте. Если рецепт опарный, там другие пропорции, этого момента мы не касаемся, нужно смотреть конкретный рецепт. И, кстати, об опарах я тоже рассказывала и тоже оставлю ссылку в описании, посмотрите. Ну и третий момент, конечно же, это время брожения в норме. Время брожения пшеничного теста составляет от 4 до 6 часов. Если вы сильно сократили время брожения и сформовали раньше времени ваш хлеб, стоит ожидать, что будет неравномерная пористость и грубый мякиш, то, о чем я говорила до этого.
Но есть приемы, которыми мы можем активировать и ускорить брожение. Например, это обминки. При обминке мы не только тренируем клейковину, но и перераспределяем газ в тесте и перераспределяем те дрожжи и бактерии, которые у нас в тесте размножаются. Они получают новые участки питания, попадают в те участки теста, где их еще мало, либо они не размножились, и начинают расти и размножаться активнее, и активнее разрыхлять тесто. То есть наличие обминок ускоряет процесс брожения. Поэтому, когда мы делаем частые обминки, время брожения может быть покороче, то есть порядка 4 и даже может быть 3 часов. Если мы не делаем обминки, тесто просто лежит у нас в миске, тогда мы понимаем, что время брожения должно быть дольше. Хорошо бы следить за брожением теста в процессе, для этого подходят стеклянные миски. Если вы положите туда тесто, вы сможете сквозь стенки наблюдать, как идет разрыхление снизу вверх. Но это только в том случае, если вы не делаете обминки. Если вы их делаете, то, естественно, вы выдавливаете газ, перераспределяете, и уже будет не так наглядно. Но все, что касается обминок, я вам уже объяснила. Итак, давайте подытожим. Недостаточное время брожения, либо недостаточно активное брожение, либо нарушение технологии работы с тестом, либо самой рецептуры приводит к ослаблению первого этапа брожения, когда тесто бродит в едином объеме до формовки. Если у вас недостаточно выбродило тесто на этом этапе, результатом этого могут быть грубый мякиш, резиновый мякиш, неравномерное разрыхление мякиша, могут быть толстые перегородки в мякише вашего хлеба, неравномерные крупные поры, разбросанные по всему мякишу, толстая резиновая корка, слабый подъем при выпечке. Это те признаки, которые нам говорят об ослабленном брожении вашего теста. Наблюдайте за тем, что вы делаете. Старайтесь делать записи себе. Заведите блокнот и фиксируйте, если вам действительно хочется в этом разобраться. Ну и пишите свои вопросы и комментарии, пишите, с какими дефектами теста или хлеба сталкивались вы. И мы с вами будем разбираться, продолжим печь и испечем еще много всего интересного.